Здравствуйте, Светлана. Я из Турции, очень рад вас видеть. Здравствуйте, Александр. Я из Курска очень рада вас видеть. Друзья, всем привет из Петербурга. Кстати, сразу скажу, у нас сегодня очень будет интересная беседа, очень интересная тема. Наверное, все знают Светлану. Кто не знает, знакомьтесь, это Светлана. Она будет сегодня представлять Феникс. А Феникс — это как можно расшифровать? Фандом. Фандом? Фандом. Фандом Это Феникс. наш фандом, семья наша. Да. А где он базируется, сразу хочется узнать. Базируется, мы есть и в Инстаграме, мы есть и в Твиттере. Нас можно найти и в WhatsApp. Но если у кого-то ничего этого нет, просто звоните на номер телефона, который я предоставлю Ване и Саше, и они смогут связаться, помогут вам ссылками связаться с нашим фандомом. И у меня сразу тогда первый вопрос, потому что очень много фан-клубов, очень много фандомов. Почему люди должны обратиться именно к вам? Саша, вы помните ту нашу первую встречу? Конечно. Помните, как много людей тогда откликнулось на то, что я рассказывала о Димаше? Вот сегодня пришел уже тот час, когда стоит громко заявить об образовании настоящего большого фандома. Мы его организовали вот с тех самых пор, с осени. Мы очень упорно работали над этим. И у нас он создан. И мы ведем большую работу именно вот в том ключе, чтобы наш Димаш стал больше известен во всем мире. Все пошло вот оттуда. Вся задумка. А сколько людей вот уже насчитывается в фандоме, и с каких они стран, и чем они занимаются? Скажем так, у нас люди из разных стран. Весь Советский Союз — это точно. А кроме этого, с нами работают Америка, с нами работают Латинская Америка, испаноговорящая группа мы формируем сейчас, англоговорящая группа у нас давно работает. Там, кстати, в англоговорящей группе Эрик из Декодеков. Он, кроме того, что ребята на своем канале работают с Димашем, и у них отдельные там группы для американоговорящих, он еще и в общей группе помогает нашим англоязычным осваивать умение голосовать за Димаша, правильно слушать Димаша, чтобы очки не снимали, голоса не снимали, все время снимают. Поэтому у нас есть группа в Афганистане, военный врач-хирург, мужчина, он в наш фандом не вошел, но он организовал свою группу, он тоже работает. Вот. А я правильно понял, что фандом не привязан конкретно к какому-то городу, какой-то стране? Вот. Конечно, нет. У нас люди со всего мира. У нас существуют группы не только для русскоязычных, а для иностранцев, которые не знают русского языка. И фандом – это наш дом. Дом семьи Диарс. Мы его и так называем. Фандом. Дома, домашний. А вот давайте предположим, что я Диарс из Турции, который каким-то образом познакомился с творчеством Димаша, хочу узнать о нем больше, хочу стать фанатом, хочу влиться в фанатское движение. И, например, я вот попал в клуб «Феникс», позвонил, написал. Вот что произойдет со мной дальше? А дальше вас подхватят наши добрые, теплые руки, и мы вас введем в группу, поймем, на каком языке вы говорите, вы нам напишите, мы вас переведем. И мы откликнемся, вам будет назначен человек, который будет вас опекать и вести по всем этим дорожкам, который вас научит правильно голосовать, правильно работать. Человек, который поведет вас по всем сложностям социальных сетей, которые только есть. Светлана, скажите, а вот какое-то собеседование нужно будет проходить тому, кто захочет стать членом фандома? А у нас есть специальные группы, в которые мы человека зачисляем, так называется, принимаем. Это закрытые группы. Первая группа, куда попадает человек, он сразу по ленте будет читать.
Там будут не только рекомендации, на какую площадку, когда зайти, когда сделать волну. Ведь помните, как последняя песня Димаша «На волне» сделала миллион? Да. Да, Акция была это, спланирована. да, спланировано, организовано. И на какой бы стороне нашего земного шарика человек не жил, он в это время сел к компьютеру и поучаствовал в волне. А это как бы добровольное участие. Вот вдруг какой-то день я не могу принять участие в волне, там Да. еще поучаствовать. Да, Меня не конечно. будут ругать и потом не исключат из клуба. Никогда. Потому что мы рады каждому голосу. Мы рады каждому твиту. Ретвит, реквест, сам твит. Мы рады всему. То есть мы берем под опеку сразу этот канал и начинаем давать человеку возможность, как он может, по его времени, по его состоянию, принимать участие в нашей работе. Я правильно понял, что вот основная идея, то есть раньше в моем представлении все фан-клубы были достаточно разрознены. То есть вот один фан-клуб есть в одной стране, в другой, да. И они каждый занимались своей деятельностью как могли. А вы, я так понимаю, хотите именно сплотить всех DIRS по всему земному шару и привести их к какой-то единой системе движения. Потому что то, что Димаш нам выкладывает, те площадки, которые, Spotify и так далее, в Турции, мы держим в Турции Димаша на 3-м месте уже сколько? 1-е, 2-е, 3-е, 1-е, 2-е, 3-е в Турции. Мы в Южной Америке в аэропорту крутят нашего Димаша. Мы ему сделали обложку на целый месяц нашему Димашику первого показа. То есть то, что... Да. И перед этим мы еще несколько выиграли ударными такими нашими походами в паутину. И первые места получил наш Димаш. Потому что мы знали, куда идти, что делать, как делать, в какое время, в какой последовательности и так далее. То есть ребят, это целая наука. Нельзя только слушать легкую музыку. Нельзя только слушать музыку, которая воспринимается тобой как отдых. Душа должна работать. И работать она должна на таких песнях, как «Война и мир», как его последняя, как «Самалтау». Шоу должно продолжаться и так далее. Душа обязана трудиться. Вот так. А еще, ребята, каждый выбирает по себе женщину, религию, дорогу. Я выбрала свою дорогу. Я знаю, где мое место. И я знаю, как и чем я там, на этой дороге, буду заниматься. Так что Феникс – это дом DIRS, дом дорогих. А действительно, Димаш каждому из нас очень дорог. Поэтому мы собрались. То есть получается, все те, кто сейчас индивидуально поддерживают как-то Димаша... Они молодцы! Они наши дорогие, они молодцы, мы их тоже любим, но пусть приходят к нам. Да, но они могут присоединиться к вам и научиться это делать профессионально, правильно? Да. У нас есть люди, которые профессионально умеют работать в соцсетях на различных площадках Европы, Азии, Америки, куда нас пускают. Если там есть уже Димаш, мы начинаем, извините за слово, давить. Вот самые красивые лица певца. Вот, да. Если его где-то нет, мы просто его туда вносим, добавляем и начинаем голосовать. И он появляется в трендах. Чтобы наш Димаш попал в тренды, нужно, чтобы он был представлен на различных площадках. Димаш нам эти площадки четко указал. Они у нас есть. И поэтому мы точно знаем, какая площадка ему нужна, какая нет. И как на какой площадке работать. У нас есть профессиональные люди, которые нам просто это объясняют. Как зайти, что писать, что использовать, с какой периодичностью и так далее. Светлана, скажите, а вот как-то сам Димаш или, может быть, семья Димаша, они как-то знают о вашем существовании? Да. Мы долго были, кажется, незаметными, да? И вообще у Димаша
если честно, не очень как бы обратная связь вот налажена. Нам бы хотелось большего. Но Димаш благодарит нас. Старшая нашей группы получила лично от Димаша благодарность. Канат тоже написал нам. То есть мы стали заметны даже для этой семьи. Нас благодарят. А вот у меня такой вопрос. Я понял, что вы очень много делаете для продвижения творчества Димаша, для голосования на различных платформах и для того, чтобы вообще, в принципе, артист стал узнаваем там, где его еще, например, не слышали и даже не видели. А Да. еще есть какая-то дополнительная деятельность вашего движения, которая не касается голосования и продвижения? Есть работа, которая не впрямую связана, это работа межличностная, наши отношения. Мы ведь в группах не только Димашем занимаемся. У нас есть группа «Не болтай». Мы знаем, куда туда заходить, и что там будет, и как тем пользоваться. Она так и называется «Не болтай». Есть группа «Димаш номер 1», вот, есть группа «Не болтай», ну и так далее. Кто придет к нам, тот все узнает. Вы сказали вот сейчас про группы, они где находятся, в какой социальной сети? Мы есть в Telegram, мы есть в WhatsApp, мы есть в Инстаграме, мы есть в Твиттере. Все эти группы рабочие. Наш Феникс тоже есть. Но основная работа, как вы понимаете, это не там, в Фениксе. Это картинка красивая, чудесная, которую создали наши девочки, которые создают ролики. И у нас он уже не один, этот ролик, как привлечь людей к работе с нами. У нас есть такие ролики, и мы их выставляем, мы людям показываем, рассказываем. Но на самом деле эта работа не там. Работа, она конкретно в этих закрытых группах. Ну, в общем, кто придет, тот узнает. Есть уже понимание того, сколько вот сейчас вас в клубе «Феникс» уже собралось людей, которые вот так активно, регулярно голосуют и делают все возможное, чтобы песни Димаша звучали во всем мире? Вы знаете, я как-то делать было нечего на неделе. Мы уже написали реквестов тысячами. Вот, мы уже все обговорили, все сделали и взяли, посчитали. А сколько же, из скольких стран люди работают в нашей группе? Сосчитали, из 15. 15 стран работают люди. Сколько у нас групп, которые руководят движением? Таких групп у нас 6 основных. Это закрытые абсолютно группы, в них невозможно попасть. Там работают люди. В каждой группе где-то 53-50, больше не разрешается, иначе мы меняем площадку. Но есть определенные условия. Кто придет, тот услышит, как мы делим группы, как назначается старшей группы, ну и так далее. Есть определенные вещи, которые мы научились делать сами, вот, которые мы уже знаем, кто за что отвечает, кто у нас на реквестах, кто на ретвитах, кто у нас что делает. В общем, функционал, он расписывается, он обговаривается, он доносится до сведений всех групп. А группы, ну вот 6 групп по 50 пусть, да, они уже передают своим, тем, с кем они связаны непосредственно. Не все хотят войти в группу, не все хотят быть в этой группе, но люди, они все равно работают. Поэтому дальше расходится это все, как снежный ком. А вы сказали, что это очень много времени занимает. Да. Такой вот у меня вопрос. Он нас постоянно интересует, потому что у нас есть та же самая проблема. А как-то это финансируется? Может, какой-то спонсор есть у вас? Нет, у нас никого нет. Или, может, как-то вы можете подсказать нам, что мы можем, может, сказать нашим зрителям, как можно вас поддержать, может, финансово или как-то? Финансово, конечно, нас можно поддержать, но пока мы работаем только сами из своей зарплаты. Вот. Если кто-то захочет нас поддержать, у нас есть старшие группы, к которым всегда можно обратиться,
и которые с удовольствием, с радостью могут принимать эту помощь, и которая вся будет идти на этот фандом, на наши ролики, то, что мы делаем для Димаша, кроме роликов. Вот, скоро для всех будет сюрприз. Вот. И, конечно, если такие люди вдруг найдутся, мы будем очень рады. А вот мы с Иваном лично чем можем тоже помочь вашему движению, чтобы вас стало больше, чтобы вы стали эффективнее? Дорогие, я так обращаюсь к вам, потому что вы дорогие. Вы тоже диарс. Мы друг к другу в группах даже так обращаемся. Даже наши испаноговорящие, англоговорящие и все остальные это слово знают уже на русском. Дорогие. Вы тоже нам помогаете. Вот я сегодня у вас в эфире и рассказываю о нашем замечательном фандоме, о Фениксе. Я попрошу вас выложить номер телефона нашей любимой Гули. Гуля будет принимать звонки всех, кто захочет ей позвонить и спросить, а как мне попасть в группу «Феникс». Также я дам вам свой номер телефона, он у вас есть. И вы то же самое сделаете, как выложите у себя. Могут звонить мне в любое время дня и суток со всех континентов. Вот. Кстати, с ребятами, декодеками, у меня ночь, у них день. И я с ними общаюсь то днем, то ночью. Ночью они собираются спать, отчитываются, что сделали. Вот. А когда у меня ночь, а у них день, то же самое. Я вижу, что Эрик выкладывает твиты и так далее. Но эта работа, она, как вам сказать, она не имеет ограничения. Вот когда у тебя есть минутка, ты открыл Твиттер, и тут же какую-нибудь сотенку отклацал пальчиком, и так далее. То есть это вот работает до бесконечности, это не имеет остановки. Когда мы уходим, мы ложимся спать, нас другая сторона нашей планеты принимает эстафету, и они начинают работать. И это естественно. Мне кажется, нужно пожелать только скорейшего увеличения количества диерс, активных диерс, людей, которым не безразлично творчество Димаша, чтобы их становилось все больше и больше. И то, что вы начали это дело приводить в порядок, и то, что вы решили сделать действительно организацию, которая помогает людям, научиться это делать, потому что многие хотят, но действительно не знают, как это сделать. И даже сегодня для меня очень много было интересной информации. Я даже не думал, что все настолько так глубоко устроено, и что вот каждое голосование нуждается вот как в системе, так в анализе, в изучении и, конечно, в мощной организации, чтобы это все было одновременно, едино, и только тогда можно добиться вот таких серьезных результатов. Поэтому хочется, чтобы вас было больше, и чтобы к вашим рядам... С вашей помощью. С вашей помощью, дорогие, только с вашей помощью. Я думаю, что все необходимые ссылки, контакты мы обязательно укажем в этом ролике, поэтому переходите, не стесняйтесь, добавляйтесь в группу «Феникс» и будем одной мощной командой, которая одержит победу. Спасибо. Одержим обязательно. Все. Что, Алга? Алга Димаш, Алга Диарс.